Добрый вечер, мои дорогие. С вами снова Юрий Пузыревский. Напишите в чат, как меня видно, как меня слышно. И сегодня мы пообщаемся на тему того, как использовать гипноз в обычной жизни. На мой взгляд, очень важная такая тема. Почему? Потому что многие думают, что это какая-то тайна, покрытая какими-то темными завесами, хотя на самом деле, мои дорогие, вы уже используете эти технологии, и эти технологии используют с вами и над вами. Единственное, что очень часто вы не понимаете того, как это происходит, и это нормально. И я думаю, что хорошим результатом этого прямого эфира будет для вас умение распознавать эти вещи, ну и, соответственно, применять, когда это вам необходимо. То есть сегодня будем учиться косвенно влиять на ваших собеседников, на ваших близких. И сегодня наш прямой эфир будет построен таким образом. Я расскажу о некоторых заблуждениях, которые связаны с разговорным гипнозом. Я расскажу о том, какие навыки необходимо в себе развивать и как это все дело в себе тренировать, потому что здесь на самом деле сплошная практика. Здесь без практики вы никуда не сдвинетесь, но чем будет больше практики, тем будет лучше для вас, тем лучше у вас начнет получаться с каждым разом. Тем лучше у вас начнет получаться с каждым разом, и таким образом вы сможете влиять на свою жизнь, на жизнь, может быть, где-то в чем-то и других людей. Поэтому вот такой вот план. Сегодня будем общаться где-то а, час 20. Я думаю, что за час 20 мы справимся, потому что сегодня у меня для вас много интересного, полезного контента приготовлено. И давайте будем начинать. Давайте будем начинать. И первое, с чего я хочу начать, чтобы у вас было понимание, а для чего мне это вообще надо. Для чего мне это вообще надо. Первое, и на мой взгляд очень важное, это то, что вы сможете, овладев навыками разговорного гипноза, это то, что вы сможете доносить лучше мысли. Вот лучше доносить мысли. И наверняка вы встречали таких людей, которым ты 100-500 раз что-то повторяешь, а они тебя вот в упор не понимают. Это как раз-таки то, что поможет вам обходить вот эти вот неприятные вещи. Обходить вот эти неприятные вещи и становиться, наверное, более понятным. Дальше, на чем я хочу сконцентрировать ваше внимание, это то, что вы получаете, соответственно, больше возможностей. Почему так происходит? А так происходит потому, что вы можете лучше влиять на ход событий. Ну, смотрите, из выбора а, влиять или не влиять, я бы выбрал влиять. Конечно, никто не дает гарантии, что у вас обязательно будет получаться. Но сделать попытку это всегда намного круче, чем просто а, сидеть сложа руки и ничего не делать. Поэтому вот здесь я тоже вижу выгоду и плюс разговорного гипноза. Дальше. Стать более приятным собеседником. Это помогает, действительно, это помогает стать более таким располагающим к себе человеком. Соответственно, если будете тренироваться, будет получаться намного лучше. И, на мой взгляд, это хороший бонус в сегодняшнем мире, потому что, как не печально, есть много людей, с которыми просто неприятно общаться, с которыми, можно сказать, даже невозможно общаться. Напишите, встречались ли вы с такими людьми, с которыми тяжело общаться, с которыми некомфортно общаться. Жду вашей обратной связи. Жду вашей обратной связи. Следующее. Получать большие результаты. Ну, за счет чего получается получать большие результаты? Конечно, есть такое выражение «язык до Киева доведет», да, и я считаю, что оно достаточно справедливое, потому что чем лучше вы можете доносить свои мысли, чем лучше вы можете делать просьбы. Хотелось бы делать такие просьбы, от которых невозможно отказаться или от которых сложно отказаться. Вот это как раз-таки все
входит в понятие больших результатов, умение выстраивать рапорт с другими людьми, умение выстраивать договоренности. Мне кажется, это очень сильно помогает очень сильно помогает получать больших результатов. Ну и, конечно же, основа основ– это продажи и переговоры. Уметь договариваться, уметь доносить свои мысли, не побоюсь этого слова, уметь продавать свои мысли и идеи. Это тоже очень важный момент. Окей, сейчас поговорим про заблуждения. Заблуждения тех людей, которые начинают изучать НЛП-техники, техники эриксоновского гипноза, то, что они думают, что я буду иметь власть над другими людьми. Вот это большое заблуждение, потому что власть вы иметь не будете, это уж точно. Можете расстраиваться, можете обрадоваться этому. Если говорить о простом разговорном наведении, то здесь ни о какой власти идти речь не может. Власть может идти, речь о власти, я имею в виду о власти гипнотизера над пациентом, над клиентом. В том плане она, наверное, где-то возможна, если вы работаете в формате психотерапевт и клиент, то здесь, возможно, психотерапевт где-то имеет какую-то власть, хотя я тоже не рекомендую этой властью злоупотреблять, да, то есть психотерапевт ведет клиента к какому-то результату. Поэтому от этого заблуждения стоит избавляться. Власть вы ни над кем точно иметь не будете, и это может быть. Желание власти приводит людей к изучению эриксоновского гипноза, но тут очень важно понимать, что мы не можем так напрямую влиять на человека, как бы нам этого хотелось. И поэтому про это заблуждение стоит забыть. Дальше. Есть такое заблуждение, что в любом случае, что бы ни происходило, что бы ни случилось, ваш собеседник, ваш партнер по общению должен выполнять ваши команды. Он вам ничего не должен, это точно. И он может не выполнять ваши команды, потому что он личность, и у него есть своя субъективная картина жизни. Поэтому никто вам ничего не должен. И будет человек выполнять ваши команды, это зависит, во-первых, от степени мастерства, а во-вторых, от умения создать доверительное поле. Поэтому вот от этого заблуждения тоже исполняйтесь и избавляйтесь. Дальше. Следующее заблуждение, что люди, которые начинают изучать нейролингвистическое программирование и эриксоновский гипноз, это то, что они думают, что это должно выглядеть как шоу. Они думают, что это будет вот действительно, что я вот пришел к человеку, сказал ему пару слов, он замер, застыл, а потом я ему что-то внушил, и он пошел как зомби, да, выполнил мою команду. Такого не бывает. Такое бывает, когда есть гипнотическое шоу. Этим занимаются фокусники, этим занимаются, есть даже такие эстрадные гипнотизеры. Чем занимается эстрадный гипнотизер? Он во время своего выступления, он отслеживает тех людей, которые склонны к выполнению команд, иначе или другими словами говоря, более гипнабельных людей. И потом он их выбирает из зала и делает шоу. Они в этом профессионалы, но вам этого эффекта добиваться не надо. Тут важно задаться вопросом, вам что важнее, шоу или получить свой результат, да, или добиться своей цели. И здесь вот от этого заблуждения тоже можете избавляться, что гипноз, он похож на шоу. Гипноз, он вообще не похож на шоу, и я думаю, что в процессе этой прямой трансляции вы в этом конкретно убедитесь. Дальше. Есть еще одно заблуждение, которое звучит так. Если я умею внушать, то жизнь удалась. Если ты умеешь внушать, это еще ничего не значит. Это только лишь значит, что ты умеешь внушать. Ты можешь делать качественные просьбы, качественные команды, но это не влияет на твой успех или на твою успешность. Это влияет косвенно, но напрямую,
того, что ты умеешь внушать, ну, ничего не меняется. А, Дальше. Следующее заблуждение — это то, что собеседник будет выполнять то, что я говорю. Он не будет выполнять то, что ты говоришь. Почему? Потому что есть субъективная картина мира и есть а, такое понятие, как личность, да, и, скорее всего, такого не будет. То есть можете избавляться от этого заблуждения. И последнее заблуждение, о котором я хочу сказать, это то, что команда будет выполнена в тот срок, когда вам надо. Ни один уважающий себя гипнотерапевт, человек, обладающий эриксоновским гипнозом, он не может никогда с большой долей вероятности определить срок, когда будет исполнено внушение. Вот здесь как раз-таки избавляйтесь от этого заблуждения. А, Избавляйтесь от этого заблуждения, потому что это будет только мешать. Это будет только мешать в изучении эриксоновского гипноза. Иными словами, дорогие мои, просто нужно расслабиться. Иными словами, дорогие мои, нужно просто расслабиться и получать удовольствие от процесса, и радоваться результатам, и давать самому себе обратную связь, если что-то не получилось. Вот в таком ключе я предлагаю продолжать наше повествование. И будем продолжать. Хорошо, хорошо. Какие есть базовые предположения разговорного гипноза? Вот здесь очень важные вещи, на которые нужно опираться. И здесь очень важные вещи, на которые стоит обращать внимание. Первая пресуппозиция звучит следующим образом. Наше поведение зависит от субъективной реальности. Что это значит? Ну, другими словами, переводим на язык нейролингвистического программирования: карта не равна территории и не равна другим картам. Почему нам стоит это иметь в виду, когда мы пытаемся или думаем, или планируем воспользоваться разговорным гипнозом? Потому что нам кажется, что другой человек, он такой же, как и я. Нам кажется, что когда мы говорим какую-то мысль о чем-то, что он ее воспринимает и понимает точно так же, как и мы. Но это далеко не так. Я на своих тренингах делаю хорошее упражнение, которое показывает людям, что они напрочь все разные. Да, там даю специальное задание. Но суть этой пресуппозиции на самом деле в том, что та карта реальности, в которой живет человек, она нам непостижима, поэтому мы должны делать наши внушения, наши просьбы, наши команды более расплывчатыми, но одновременно конкретными. Я уже об этом говорил, сейчас повторяюсь в каких-то других прямых эфирах. Почему? Потому что, ну давайте простой пример. Если я попрошу вас что-то сделать, и у вас хорошее настроение, да, то вы, может быть, для меня это сделаете. А если я вас попрошу что-то сделать, у вас там, не знаю, болит зуб или болит живот, то, скорее всего, вы не будете этого делать. И это вот как раз-таки карта не равна территории. Это как раз о том, что субъективная реальность очень сильно влияет на наше поведение. Да? Согласитесь, из разного состояния вы делаете совершенно разные действия. Дальше. Вторая пресуппозиция разговорного гипноза, на которую стоит обратить внимание, что транс — это естественное, привычное состояние любого человека. Я уже говорил во многих видео о разговорном гипнозе, что мы в течение дня очень много раз погружаемся в транс. Это такое состояние измененного сознания, когда мы как бы отключены от внешнего мира, мы где-то находимся в своих процессах, и это нормальное состояние. Нам не нужно быть волшебниками, чтобы его создавать. Каждый человек в этом состоянии бывает. Транс может быть разной глубины, безусловно, но каждый человек способен испытывать транс. Вот просто запомните это на данном этапе. Хорошо. Следующая пресуппозиция: большее количество наших действий, оно бессознательно. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда мы убираем вот этот фильтр сознания и делаем внушение на уровне подсознания, то
с большей долей вероятности будет внушение исполнено, чем если мы будем просто стараться влиять на сознание человека. А, Почему такой вывод, почему такая пресуппозиция? Такая пресуппозиция, она потому что, ну смотрите, вот даже сейчас, обращаете ли вы внимание, как вы дышите? Обращаете ли вы внимание на то, когда вы идете, как ставить ноги и каким образом что вы все это делаете бессознательно? Думаете ли вы о том, как нужно там ставить свою челюсть, чтобы выговорить какой-то звук? Это все бессознательные действия, это все те процессы, которые у нас как бы доведены до автоматизма, поэтому эриксоновский гипноз, он хорошо работает, потому что мы влияем на бессознательное, и с помощью влияния на бессознательное человек выполняет действия чаще, это ему привычнее, я бы вот так сказал. Хорошо, идем дальше. Следующая пресуппозиция эриксоновского гипноза — это внимание концентрируется на неизвестном. Чем больше мы будем влиять, то есть смотрите, весь фокус на самом деле разговорного гипноза — это отчасти, когда человек оказывает сопротивление при погружении в транс, отвлечь его внимание. Я сегодня буду делиться способами, с помощью которых можно отвлечь его внимание. И чем больше мы даем человеку каких-то непонятных непонятностей, тем больше он будет сосредоточен на этих непонятных непонятностях, а и для нас открывается возможность влиять напрямую на его подсознание. И последняя пресуппозиция — это незавершенное действие тяготеет к финалу. Ну, это хорошо уже известный факт, да, там принцип сериалов, когда серия заканчивается на чем-то интересном, и нам хочется дальше досмотреть. То же самое модель Тоут, когда нам нужно обязательно завершить какое-то действие. Или на этом принципе построена тройная спираль Милтона Эриксона, да, то есть мы цепляем внимание человека за счет того, что мы оставляем некую незавершенность, и он продолжает нас слушать, потому что мысль не завершена, и он как бы бессознательно ожидает, что мы это действие завершим. Поэтому происходит вот такое вот притягивание, примагничивание других людей с помощью тройной спирали, или эффект сериала можете для себя вот так отметить и заметить. Хорошо, как ваше настроение, как ваше самочувствие? Напишите в чате, все ли у нас в порядке с трансляцией, потому что я не вижу ваших комментариев. Если вы будете делать больше комментариев, будет мне намного понятнее, что у нас все в порядке со стримом. Окей, пойдем дальше. Пойдем дальше. Что нужно знать и что нужно уметь для того, чтобы пользоваться разговорным наведением транса, для того, чтобы пользоваться разговорным гипнозом? Я здесь собрал несколько базовых вещей, без которых у вас вот точно ничего не получится. Поэтому можете брать бумагу, ручку или просто сделать скриншот этого слайда для того, чтобы у вас это было под рукой, для того, чтобы не во время этой трансляции, а для того, чтобы вы могли немного себя потренировать. Потому что я сегодня буду давать такие вещи, которые вы просто прослушав, вы их не внедрите в жизнь. Поэтому очень важно, либо сделайте скриншот, либо потом вернитесь к этому видео, сделайте что-нибудь с этим потом. Хорошо. Нужно обязательно знать признаки транса. Нужно обязательно знать признаки транса. Для чего нам нужно знать признаки транса? Ну, смотрите, чтобы навести на кого-то транс, нам нужно понимать, а мы вообще транс навели или не навели. Вот именно для этого нужно знать признаки транса. Или иногда, когда мы пытаемся сделать какое-то внушение, внушение происходит в трансе, да? Когда мы пытаемся сделать какое-то внушение, нам необходимо вообще понимать, насколько человек сейчас отвлечен или он сконцентрирован. То есть находится он в трансе, либо вне транса. И зная все признаки, я о них тоже сегодня расскажу, прям вот
пошагово все признаки перечислим и как этим пользоваться. И когда мы видим какие-то признаки транса, мы можем усиливать эти признаки транса для того, чтобы углублять состояние. Для того, чтобы углублять состояние. Хорошо, а что еще нужно знать? Нужно или уметь, да? Нужно еще уметь создавать условия, в которых собеседнику легко погружаться в транс. Сегодня тоже буду рассказывать об этом, буду рассказывать о том, как создать такие условия, чтобы человеку было легче туда провалиться, чтобы человеку было проще создать это трансовое состояние. Это тоже очень важно уметь и иметь в виду, чтобы знать, если вдруг что-то не получается, что здесь можно докрутить, потому что путей и способов ввести человека в транс на самом деле очень много. Дальше, следующий навык, конечно, это умение создавать рапорт, умение создавать бессознательное доверие. Каким образом это делается? Уже очень много видео об этом снимал. Это и подстройка по позе, и по жестам, и по голосу и по дыханию, все возможные подстройки, которые вы можете делать, и очень важна, конечно, подстройка по ценностям, все возможные подстройки, которые вы можете делать, их нужно обязательно делать, причем тренировать их нужно вот прям постоянно, every day, что говорится, да. Дальше нужно, желательно уметь косвенные внушения, но это тема нашего прошлого прямого эфира. Это и выбор без выбора уметь сделать, и причинно-следственное связывание, и уметь использовать трюизмы, ну и так далее. Вот все эти вещи пересмотрите прошлый стрим. Это будет значительно усиливать, потому что косвенные внушения, они лучше обрабатываются бессознательным, поэтому имейте это в виду. Дальше. Еще очень важный момент, очень, на мой взгляд, самый ключевой момент. Нам нужно уметь создавать для нашего собеседника ощущение безопасности. За счет чего это делается, мы тоже об этом поговорим. Первое, это условия, да. Понятно, что когда там, я не знаю, землетрясение, это тяжело назвать условием безопасности. Ну и второй момент, человек должен в вашем присутствии чувствовать себя безопасным. То есть здесь еще вопрос работы, проработки собственной личности. Собственной личности, внушаете ли вы доверие или не внушаете. Вот прям очень важно. Да? Хотя бы так, внешне, по мета-сообщениям. Следующее. Еще очень важный навык, который потребуется для того, чтобы использовать разговорный гипноз, это развивать наблюдательность. Вот если вы не будете... Почему это важно? Потому что если вы не будете наблюдательными, вы можете большинство признаков транса даже не заметить. Вот они просто проскочат мимо вас, вы этого просто не увидите, не заметите, а будете думать, что человек, допустим, вас не слушает, или человек, допустим, не выполняет какие-то ваши команды. И здесь важно умение наблюдать за малейшими даже микродвижениями и проявлениями признаков транса, потому что они могут быть на самом деле очень незначительными, но, как говорил Милтон Эриксон, неважно, какой глубины есть транс, главное, что он есть. Да? Это тоже очень, очень такой важный момент. То есть наблюдательность нужно развивать. И последний навык, это скорее привычка такая. Нужно уметь вызывать согласие. Уметь вызывать согласие у человека, прямо вот на уровне привычки, да. Знаете, есть в продажах такое правило 3 «да». Ты когда 3 раза человеку сказал какие-то вещи, с которыми он согласился, то он, скорее всего, согласится 4-й уже на автомате. И это тоже важно. Ну, давайте простой пример. Там, вы сейчас находитесь дома, да. Вы сейчас, если дома находитесь, вы сейчас смотрите мою трансляцию, да. Я рассказываю про гипноз, да. Хотите ли вы, чтобы я продолжал рассказывать? Возможно, да. Да. Поставьте лайк, пожалуйста, этой трансляции, окей? То есть, чем больше, чем чаще этот прием, он используется для того, чтобы как раз-таки снизить тот барьер. То есть, вот у мышления есть инертность, да,
когда мы общаемся и вызываем множество раз согласие, то с каждым разом человеку, с которым мы общаемся, с нами соглашаться становится намного легче. Вот это тоже, да, имейте в виду и берите на вооружение вот прямо сейчас. Как вызывать согласие? Ну, опять же, через банальности. Там, хорошая погода, да, хотя для другого человека может она быть и нехорошей. Или там, у тебя красная майка, да, у тебя белая рубашка, да. Ну, вот таким образом вызывайте согласие для того, чтобы человек просто привык говорить вам «да». Это прямо очень важно. Хорошо, ну и теперь давайте поговорим о признаках транса, потому что это очень важные, интересные наблюдения за людьми. Прям тоже рекомендую, берите, делайте скриншот и прям вот вам на заметочку. Первый и самый очевидный признак транса – это расширение зрачков вашего собеседника. Наверняка вы видели людей, которые, они, знаете, они как будто находятся не здесь. Вот они физически с вами присутствуют, но у них такой стеклянный взгляд, знаете, да, и он как будто смотрит сквозь вас, да. Зрачки в этот момент расширены, взгляд зафиксирован, и он как будто бы смотрит куда-то, да, то есть расфокусировка такая происходит. Вот это очень важный признак транса. Иногда люди делают ошибку. Делают какую ошибку? Что они начинают ему перед глазами там рукой махать, они ему начинают дергать и говорить: «Эй, ты где? Ты меня вообще слушаешь?» Если вы изучаете эриксоновский гипноз и НЛП, я бы вам ни в коем случае не рекомендовал вот этим вот отдергиванием человека заниматься, потому что если человек находится в трансе, зачем ему мешать, да? Можно присоединиться к этому трансу и сделать ему какое-нибудь позитивное внушение. И либо в худшем случае, да, если у вас нету цели делать ему какие-то внушения, даже не в худшем случае, а как один из вариантов, вы можете человеку просто помочь выйти из транса. Например, можно сказать, причинно-следственное связывание такое сделать. Да, после того, как ты закончишь думать, возвращайся сюда, я хочу с тобой поговорить. Вот просто сказать ему, по мере того, как твои мысли закончатся, возвращайся сюда. И он достаточно быстро вернется, потому что если он в вашем присутствии погрузился в транс, значит обстановка соответствует, значит пазлы сошлись, как говорится, значит он чувствует вас, себя в вашем присутствии в состоянии безопасности, значит вы способствуете наведению этого транса. Этот первый и второй, да, расширение зрачков и фиксация взгляда. Вот прям очень важные такие признаки. Я вижу, появились у нас зрители в чате. Добрый вечер всем. Напишите по поводу картинки, напишите по поводу звука, все ли в порядке, потому что пока вас не было, мне было непонятно, идет ли у нас прямая трансляция и как она идет. Хорошо, хорошо, давайте разбираться дальше. Следующий признак – это отвисание челюсти. Знаете, когда человек погружается в транс, он немного, ну он даже не немного, он достаточно хорошо расслаблен, и его челюсть немного, она расслабляется, и происходит такое отвисание. Сейчас постараюсь показать, как это. Ну, наверное, это так. То есть, если вы обратили внимание, да, у меня взгляд расфокусировался, я сейчас прямо сейчас себя погрузил в легкий транс, и в этот момент, ну, челюсть расслабляется, и губа так немного отвисает. Сейчас еще раз продемонстрирую. Ну, как-то так. Очень важно, кстати, уметь еще откалибровывать и замечать все эти признаки транса у себя. Почему это важно? Потому что есть один принцип. Вы не сможете навести на кого-то транс, если вы сами не находитесь в трансе. Вот и начинайте калибровать себя. Это очень полезно и для самогипноза, это э, очень полезно для того, чтобы вообще заниматься самовнушениями. Хорошо, вижу обратную связь, что все хорошо со звуком, все хорошо с видео. Спасибо большое. Хорошо.
Замечали ли вы такие признаки за другими людьми, либо за собой? Тоже напишите. Хорошо, следующий признак транса это либо замедление мигания, либо вообще отсутствие моргания. То есть человек, когда находится в трансе, он почти не моргает. Тоже очень важный признак, очень важно за этим наблюдать. И а, либо отсутствуют полностью, либо происходит очень редко глотательные движения. Почему так происходит? Вот если проводить аналогию с компьютером, это как, знаете, у компьютера есть режим сна. Вот такой, в такой же режим сна погружается человек, да, у него все ресурсы, они находятся в таком, используются в таком щадящем режиме, то есть замедляется, либо вовсе пропадает моргание, и замедляется, либо вовсе пропадает глотательное движение. Важно это наблюдать. Дальше, следующий признак транса – это неподвижная поза, который, кстати, тоже очень можно эффективно использовать для того, чтобы человека погружать в транс. Неподвижная поза, если человек сидит и не двигается, то, скорее всего, он находится в трансе. Вот понаблюдайте за собой, понаблюдайте за другими людьми. Причем, смотрите, если будете наблюдать за собой, так называемая каталепсия тела, да, телу можно придать любую форму, любую позу. Причем, если человек находится в трансе, это не всегда будет удобная поза. И наверняка вы за собой замечали вот такую вещь, что вы сидели или стояли, о чем-то думали, и потом, когда вы перестали об этом думать, вы обратили внимание на то, что у вас затекла рука, затекла нога, вы отсидели себе там что-то. Это тоже является показателем того, если наблюдать за собой, является показателем того, что вы находились в состоянии транса. Так что замечайте еще и этот признак. Хорошо. Расслабляются мышцы. Расслабляются мышцы всего тела и расслабляются мышцы лица в том числе. Почему это важно? Ну, потому что когда у нас мышцы тела расслаблены, у нас лицо становится более симметричным. Вот смотрите, выражение лица человека, который находится в состоянии активного сознания, бодрствования, оно очень сильно отличается от лица человека, который находится в трансе. То есть вот мы как бы напряжены все время, и когда мы находимся в трансе, мышцы расслабляются, все тело расслабляется на самом деле. И лицо начинает выглядеть более симметрично. Это тоже очень интересно наблюдать. Хорошо, по поводу дыхания. Дыхание, как правило, переходит на уровень брюшного. То есть мы начинаем дышать животом. Когда человек находится в трансе, он начинает дышать животом, оно спускается, и оно становится такое более медленное. Вы такое дыхание могли замечать за собой, либо если спите с кем-то, да, если у вас есть партнер. Когда человек засыпает, у него такое спокойное дыхание становится. Оно брюшное, у него есть определенный ритм. Это тоже является признаком транса. Сниженная частота пульса. Ну, не знаю, если вы не медик, то вам, наверное, будет сложно калибровать пульс, но во время транса пульс тоже снижается. Про мышцы лица я сказал. Сниженная реакция на внешние признаки. Это как раз-таки то, о чем я говорил, когда человек находится в трансе. Если вы ему начинаете вот так перед ним рукой махать и говорить: ты где, возвращайся, или начинаете его там дергать, то он не реагирует сразу, он реагирует с некой задержкой. То есть, если вы замечаете, что на вас не реагируют сразу и на вас реагируют с задержкой, то это тоже признак транса. И по моему убеждению, не стоит человека из этого транса доставать. Можно просто сделать подстройку, сделать ему внушение. Хорошо. Изменение цвета лица, понятно, да. Причем изменение цвета может быть в разные стороны. Кто-то говорит, что покраснение, может просто появиться легкий такой румянец, и это тоже характерный признак транса. Дальше.
запоздание моторных реакций. Что такое моторные реакции? Моторные реакции — это двигательные реакции. То есть, если человека там ущипнуть или там, не знаю, пальцем ему поджечь, да, то вот эта реакция, она будет с замедлением. Ну, это практически то же самое, о чем я говорил несколько минут назад. Хорошо. И появляются спонтанные идиомоторные реакции. Что такое идиомоторная реакция? Это реакция, которая приводится, движение тела, которое приводится в действие от мысли. То есть, ну, наверняка вы испытывали такую реакцию, которая вот когда засыпаешь или просыпаешь, вот начинаешь дремать, и может что-то снится, там откуда-то падаешь, или там кто-то тебя ударил, или еще что-то. Ну, не обязательно, что там такое негативное снится. Но ты как будто видишь это как будто наяву, и у тебя тело так дергается, ты потом от этого просыпаешься. Замечали такое? Вот это вот спонтанная идиомоторная реакция. И они бывают не прям такие явные, большие, они бывают очень небольшие, но это значит, что человек там о чем-то думает, его тело каким-то образом на это реагирует. То есть это всевозможные подергивания. Знаете, вот если человек еще сидит там нога за ногу, да, он может просто сидеть, у него там нога висит, а потом там она в какой-то момент дернется. Если вы замечаете вот эти спонтанные реакции, то это тоже признак транса. Для чего нам это все знать? Для чего нам это все знать? Нам это все знать для того, чтобы этим пользоваться. То есть просто знание того, два вида использования. Наблюдение за собой, наблюдение за другими. Это просто индикатор. Все эти проявления, они могут как бы между собой миксоваться. То есть они могут проявляться все вместе, они могут проявляться по отдельности, может быть проявляться какой-то признак сильнее, может проявляться какой-то слабее. Это не важно, если мы хотя бы один признак транса замечаем, то это уже для нас сигнал, что человек в трансе. Если человек в трансе, то мы можем его усиливать. Как усиливать состояние транса? Сейчас поговорим об этом. Чтобы усилить состояние транса, вам нужно сделать ему внушение, направленное на усиление транса. То есть, смотрите, какие обычно это внушения? Это обычно внушение расслабления. Ну, как это можно сделать в обычной беседе? Можно сказать, давай устроимся поудобнее. Оп. Все. Если вы уже видите, что человек в трансе, вы ему можете попросить просто, даже не то, что ему сказать, устройся поудобнее, а там показать, слушай, удобные стулья, давай устроимся как-то поудобнее. Вот если человек в трансе, он, скорее всего, повторит это действие за вами. То есть вот все внушения, все признаки транса, которые вы сейчас видите на слайде, вы можете делать внушения, направленные для того, чтобы фиксировать, э, для того, чтобы усиливать. Или, допустим, как можно зафиксировать взгляд. Можно попросить, ну, если вы сидите там в кафе, в ресторане со своим собеседником, да, а вы знаете, что за вами там какая-то картина, да, вы видите, что человек в трансе, вы ему там скажите, слушай, как тебе вот этот вот кирпичик? Интересно. Такой необычной формы. Вам просто еще нужно еще, ну, как бы наблюдать за тем, как человек реагирует на ваши просьбы. Если человек отвел взгляд, и он его сфокусировал и начинает сюда смотреть, вы можете, да, то есть почему я говорю про рапорт и взаимодоверие и подстройки. Вы еще таким образом как бы калибруете и наблюдаете, насколько он вообще с вами в коннекте, в такой связи, да, в обратной связи, и насколько он вообще способен ваши команды выполнять. Вот это тоже очень важный момент. То есть берите на вооружение. Ну, допустим, что можно еще сделать для того, чтобы усилить транс? Еще можно делать команду на расслабление мышц, да. Ой, ты такой напряженный, может, там как-то сбрось напряжение, давай пошевелимся, там, плечами подвигаем, тоже может сработать. Ну, опять же, зависит от контекста, зависит от того, в каких отношениях вы с этим человеком состоите, да. Ну, вот такая вот история, то есть команды мы делаем направленные на расслабление. Окей, что мы можем в целом, что мы можем в принципе людям внушать? Мы можем людям внушать только две вещи. Команда, то есть
просьба выполнить какое-то действие, либо мысль, либо убеждение, да, чтобы человек о чем-то думал. Это вот две вещи. Мы больше ему ничего не можем внушить. Вот больше ничего не работает. Либо команда, просьба, либо мысль, какое-то убеждение. Все. Двигаемся дальше. Что нужно сделать? Сейчас поговорим об условиях. Потому что, помните пресуппозицию, о которой я уже говорил, да, базовые пресуппозиции разговорного гипноза, что... Где они у нас сейчас? Вот оно. Да, трансестественное состояние сознания. Потерял мысль. Нам особо ничего не нужно делать для того, чтобы человека в транс погрузить. Потому что наша задача, на самом деле, создать такие условия, чтобы он туда сам погрузился. Вот ключевая ошибка многих начинающих гипнотизеров, потому что они пытаются с благими намерениями человека туда погрузить в это состояние. Наша задача перенаправить всю свою позитивную энергию на то, чтобы создать такие условия. И первое условие — это безопасность. Я уже об этом немного говорил. Это сделать так, чтобы человек в вашем присутствии испытывал безопасность. Потому что если он не будет чувствовать безопасности, да, есть такое еще выражение, он все время на стреме, он находится на стреме, да, человек будет всегда мониторить, что-то подозревать, и он туда не будет погружаться. Поэтому вот, и, конечно, может последовать справедливый вопрос, а как это сделать? Друзья, я не знаю, универсальных способов нету. Ну, во-первых, вы должны внушать доверие. Да, это и внешний вид, и то, как вы говорите, и ваша уверенность, и ваше спокойствие. Это тоже очень сильно влияет. Дальше, ну, безопасная среда, да, там, не знаю, посередине кольцевой дороги, наверное, человека вам не удастся в транс вести. А если вы будете сидеть, не знаю, в лесу возле костра, там, возле мангала, то это условие больше поспособствует. То есть здесь вот задумывайтесь. Многие люди не думают о безопасности пациента, клиента, да, того, с кем вы общаетесь. И поэтому делают много ошибок. Говорят, что что-то там не работает, что-то не получается. Вся проблема очень часто заключается вот в этом. Дальше, по поводу обстановки. Очень важно создать такую обстановку, где человек может погрузиться в транс. Какая-то может быть обстановка. Приглушенный свет. Это важно, чтобы не было таких ярких раздражителей для глаз. Дальше. Это удобная мебель. Это тоже важно. Да, если человека посадить на стул с гвоздями, то вряд ли он в транс погрузится. Мягкая, удобная мебель, желательно. А что еще может способствовать? Какой-то антураж, может быть, легкая, негромкая музыка, тоже может способствовать погружению в транс. В целом, наверное, все. Ну, то есть, вот обстановка, она должна как бы быть такой благоволящей, я вот так вот скажу. Дальше. Еще одно условие, чтобы вам человек доверял как собеседнику. Я уже об этом говорил сегодня 3 раза, да я повторюсь еще раз, потому что основной принцип гипноза — это персеверация. Если вам человек доверять не будет, то не будет погружения, не будет он туда погружаться, он будет все время находиться как на стреме. И следующий момент, тоже очень важный, вам нужно самому уметь погрузиться в транс. Действует правило, это взаимный процесс. Если вы не в трансе, то другой человек не погрузится. Если вы в трансе, то человек с большой долей вероятности тоже погрузится в транс. Хорошо. Теперь поговорим о скрытых способах наведения. Добрый вечер, Светлана, вижу вас. Теперь поговорим о скрытых способах наведения транса. Ну, самый простой и естественный способ — это использование естественного транса. То есть здесь ничего вообще мудрить не надо, здесь вообще ничего придумывать не надо. Вам только нужно знать признаки транса, нужно за ними наблюдать и заметить, когда человек находится в трансе. Да? Соответственно, заметили, если человек находится в трансе,
подстроились к нему, синхронизировали дыхание, сделали легкий трансовый голос, успокоили и сделали внушение. Вот так. Все очень просто. Это первый самый простой способ, который не требует вообще никаких ваших специальных навыков, а просто нужно наблюдать. Вот и все. Дальше есть такой способ использования ситуаций, где ваш собеседник мог потенциально находиться в трансе. Что это значит? Вот какие это могут быть ситуации? Смотрите, человек находится в трансе очень часто в своей жизни. Допустим, человек, который едет в общественном транспорте, держится рукой за поручень или сидит и смотрит, там, скорее всего, он находится в трансе. Дальше, человек, который, допустим, читал книгу какую-то, там он находился, скорее всего, тоже в трансе. Мужчины, когда находились на рыбалке и наблюдали за поплавком, тоже, скорее всего, находились в трансе. Да, зрение сфокусировано на одной точке, водичка там мельтешит, человек завис. Многие мужчины, кстати, ездят на рыбалку не для того, чтобы ловить рыбу, а для того, чтобы побыть в трансе. Да, своеобразная такая мужская медитация. Дальше. Где еще человек мог находиться в трансе? Человек мог находиться в трансе, когда он стоял в очереди, да, потому что очереди утомляют, и наше бессознательное, оно стремится каким-то образом абстрагироваться от этого всего и погружает нас в транс. Для чего я это сейчас все рассказываю? Дело в том, что вы можете человеку отвлечь его внимание и заставить его самостоятельно погрузиться в транс, если вы с ним заговорите о каких-то ситуациях, где он потенциально мог находиться в трансе. Ну, например, вспомните сейчас, если вы ездили на поезде, как поезд стоит на перроне, и приходит тот момент, когда начинает поезд отправляться. И вы сначала чувствуете такой небольшой толчок, небольшой удар. Чувствуете, что что-то происходит. И, может быть, не до конца еще верите и понимаете, что поезд уже тронулся. А потом начинаете наблюдать за тем, как земля и перрон начинают медленно-медленно отодвигаться. И вот вы чувствуете, как поезд уже начинает ускоряться и уходит куда-то в вокзал, и вы начинаете видеть какие-то другие части города. И потом, когда вы отъезжаете дальше, вы начинаете видеть природу. И вот что я сейчас делаю? Я сейчас использую способ, да, когда вы могли потенциально находиться в трансе. То есть я попросил вас вспомнить, когда вы ехали на поезде. Очень многие люди, да, когда едут на поезде, смотрят в окно, они находятся в состоянии транса, занимаются каким-то таким внутренним процессом, занимаются какой-то мечтательностью. Но когда я вас попросил вспомнить о такой ситуации, я больше чем уверен, что многие из вас туда погрузились, да. То есть на самом деле это делать не очень сложно, да. Можно лишь только попросить человека вспомнить о том, как он уже находился в трансе. Или если вы женщина, там, мужчине своему можете предложить вспомнить, как он находился на рыбалке. Или если вы, там, не знаю, знаете какую-то информацию о человеке, что он любит сидеть и любоваться природой, там, морем, речкой, вспомни, пожалуйста, просто делайте простую команду. Вспомни, пожалуйста, как ты находился на берегу озера. Подумай о том, как ты наблюдал за тем, как там проплывает лодочка, там и все такое. Человек уже будет автоматически погружаться в эту ситуацию. То есть берите на вооружение, вам нужно просто немного приложить ума и фантазии для того, чтобы подумать и предположить, где потенциально мог ваш собеседник в какой момент времени находиться в трансе. Вот кто-то пишет, что уже в трансе. Да, потому что, ну, эти вещи, они у нас уже отработаны до автоматизма, и мы, когда о них вспоминаем, с очень большой долей вероятности туда погружаемся, да. И напоминаю, что если вы хотите использовать разговорный гипноз, да, ваша задача, ну, как бы человеку поспособствовать, да, человеку помочь туда погрузиться.
Дальше. Следующий способ это использовать каталепсию руки либо тела. Смотрите, Милтон Эриксон вывел такой интересный, хотя, наверное, даже не Милтон Эриксон, я сейчас могу ошибаться. Он заметил, есть такой интересный способ наведения транса через каталепсию руки. Что это значит? То есть, используя руку человека, можно навести транс. Вот можете прямо сейчас попробовать. Сделайте так, как я. Повторите вот за мной. Вывесите руку и продолжайте слушать меня. И пока я рассказываю, пускай ваша рука, такая наполовину расслабленная, наполовину напряженная, висит в пространстве. И вы начнете замечать, что вы со временем начинаете погружаться уже в это знакомое состояние. И несмотря на то, что вам может казаться, что я сейчас рассказываю какие-то вещи, которые нереально сделать в реальной жизни, я думаю, что мы сейчас вместе разберемся с теми вариантами, когда это вполне реально, и когда сам человек в буквальном смысле делает каталепсию руки, и ваша задача только лишь усилить это состояние. А по мере того, как ваша рука находится в этом подвешенном состоянии, я предлагаю вам уже возвращаться из этого состояния, можно немного руку размять и возвращаться сюда. Дайте мне обратную связь, как вы себя чувствовали, какие были ощущения от этого состояния. Сейчас объясню. То есть вот когда у человека рука вывешена и находится в таком состоянии, это способствует наведению транса тоже. И вообще любая каталепсия, да, то есть если вы сможете создать условия, когда у человека рука неподвижна, ну, не обязательно она вывешена так, она может быть и вот так, да. Как это можно сделать, чтобы человек даже не подозревал, что вы это сделали, да? Я сейчас занимался официальным наведением, я вас попросил вывесить руку, но вы можете попросить человека взять мобильный телефон, да, вот он, и подойти просто рядом и начать с ним что-то смотреть в его телефоне. Его рука уже находится вот в этом состоянии, и через руку уже наводится транс. Это вот очень интересно. Или вот где еще очень много создано условий для того, чтобы люди впадали в транс. Я сейчас ни в коем образе не хочу задеть чью-то веру, но вот в любой церкви практически, особенно в православных, да, там есть такой вот ритуал, когда люди стоят и держат свечку. Сейчас вы, наверное, уже догадаетесь, что с ними происходит. Когда человек стоит, держит свечку, еще часто человек смотрит на огонь этой свечки, он уже находится в трансе. То есть, если вы придумаете способ, как сделать так, чтобы рука человека замерла, то вы тем самым поспособствуете и дадите человеку возможность в вашем присутствии погрузиться в транс. Как это еще может, где еще это может быть? Это еще может быть, когда человек едет в автобусе, допустим, и держится за ручку, у него тоже рука зафиксирована, да? Я здесь написал использовать каталепсию руки либо тела, да? То есть мы можем способствовать сделать человеку условия такие, чтобы он не мог сильно там шевелиться, да. Как правило, если мы человеку предлагаем присесть, особенно если у нас стул будет достаточно удобный и с какой-нибудь удобной спинкой, куда он, скажем так, погрузится и у него не будет возможности сильно шевелиться, это тоже поспособствует погружению в транс человека. Смотрите, раньше родители, мамы, они использовали такой инструмент, как пеленание ребенка. Как пеленание. Для чего это делалось? Ребенку сматывали руки и ноги, так сильно, сильно заматывали, да, чтобы он не мог двигаться. И он типа лучше засыпал. А на самом деле мы просто создавали ему условия, да, мамы создавали ему условия для того, чтобы он не мог двигаться. А когда человек не может двигаться, происходит через вот этот феномен, через каталепсию, он сначала впадает в транс, как бы успокаивается, да, а потом засыпает. Поэтому все эти вещи, они уже используются, только единственное, что скорее вы, может быть, просто не привязывали какие-то конкретные моменты и не знали, как сознательно, осознанно использовать вот эти вот вещи. Круто, понравилось вместе с вами погружаться в транс. Хорошо. Светлана, вам, наверное, понравится у нас на тренинге NLP практика, который проходит у нас онлайн. Думаю, там у нас очень много. Здесь я по вершкам пробегаю, а там мы прям вот каждый инструмент используем, прорабатываем, учимся друг на друге, помогаем друг другу. Хорошо. Следующий инструмент скрытого наведения транса – это так называемая регрессия возраста.
Что это значит? Вам нужно создать такие условия, чтобы человек погрузился в детские воспоминания. Ну, как это можно сделать? Можно попросить человека, чтобы он рассказал о каком-то случае из своего детства. И вы заметите, что когда он начнет рассказывать о случаях из своего детства, он начнет вам демонстрировать признаки транса. И таким образом, ну, как бы человек сам себя погружает. Он начинает рассказывать о своем детстве, и, естественно, он там ассоциирован скорее, и он погружен в это состояние, и сам на себя, получается, транс навел. Вам остается только сделать хорошую подстройку, поддержать беседу и сделать нужные вам внушения. Поэтому можно использовать. Ну, как это на словах применяется? Да очень просто. Просто можете сказать: а расскажи мне, как ты, не знаю, пошел в первый класс, или расскажи мне, как ты получил свою первую там пятерку, десятку, или расскажи мне про свою первую любовь. М, а что еще может быть? Да все что угодно, любой случай. А если вы еще вместе с человеком проходили детство, да, допустим, вы одноклассники или там просто детские друзья, то можно присоединиться очень интересно и сказать: слушай, а помнишь, вот когда мы там были маленькие, мы там, я не знаю, карбид взрывали, или что там еще дети делают? А помнишь, когда мы были маленькие, там, не знаю, там в седьмом, в восьмом классе прятались в лесу и курили, там, что-нибудь такое. Ну, вот те вещи, которые вы делали вместе в детстве, они будут тоже способствовать погружению человека в транс. Следующий способ – это активизация воображения, да, так называемые внушенные галлюцинации. Он очень похож на регрессию возраста, только здесь единственная разница в том, что вы человеку, вы человеку внушаете какие-то вещи скорее в будущем. Ну, например, очень простой способ, им многие пользуются, когда вы пытаетесь что-то объяснить человеку, вы начинаете жестикулировать и как будто рисуете что-то в пространстве. Вот у меня сегодня супруга пришла домой с работы, и она принесла вот такой вот помело. Вот такой помело, он был в таком пакете а, оранжевом, и она его достала, и он такой вот прям такой оранжево-зеленый какой-то интересный, и когда она начала открывать его, пошел в комнату такой запах. То есть вот вы начинаете что-то описывать, чего нету, и тем самым стимулируете воображение человека, и когда у него уже пошел свой мысленный процесс, и он начал это представлять, он тоже уже погрузился в транс. Либо можно сделать такой проброс как бы в будущее. А давай представим, как если бы ты отправился в путешествие, куда бы ты отправился. Если человек начнет вам рассказывать, куда бы он отправился, вы увидите, что он поплывет и в какой-то момент начнет просто у себя в голове проводить какие-то м, ассоциации и будет в трансе. Ваша задача, опять же, создавать условия безопасности. Ваша задача, опять же, поддерживать разговор и делать какие-то аккуратные внушения. Или, например, ну вот недавно я со своей дочкой был в кафе, и я у нее спросил, кем ты хочешь быть в будущем. Да, дочке сейчас 10, почти 11 лет. И она сразу моментально поплыла, когда она начала задумываться, она начала рассказывать, предполагать, кем бы она могла быть. И я ей, конечно, какие я ей делал внушения? Я ей говорил, что у тебя все получится, ты классная, это классная профессия, ты молодец там и все такое. То есть все эти вещи очень легко можно использовать с близкими людьми. Почему? Потому что ваши близкие люди вам больше доверяют. И с близкими людьми это использовать еще проще. То есть здесь внушать, ну ладно, я не буду тут этого самого. Я так с женой познакомился своей, да, когда у нас было, ну, условно, первое свидание, она мне рассказывала про те места, где бы она хотела побывать, и после этого у нас завязались отношения, ну, потому что, ну да, где-то я ей внушил в какой-то момент, что было бы круто поехать в какое-нибудь такое путешествие вместе, да, ну и вот таким образом это работает. Поэтому пользуйтесь, это то, что реально работает и то, что можно делать. Если вы продаете что-то, вы можете попросить вашего покупателя, если он что-то выбирает, какой-то физический товар или продукт, представить, как это будет выглядеть у него дома. И он тоже поплывет, потом сделаете косвенное внушение, типа вы будете оплачивать картами или наличными, или вы купите это сегодня или завтра, и все.
Все. Единственное, что вы не можете предугадать, когда сработает это внушение, но оно точно сработает. Следующий способ косвенного наведения транса на собеседника, это способ, который называется забалтывание или путаница. Сейчас расскажу, что это значит. Это когда вы выдаете человеку в момент времени очень-очень много информации. Отчасти за счет забалтывания или путаницы вы сейчас можете находиться в трансе под действием этого прямого эфира. Но э, есть еще всевозможные заготовки, да. Вот есть такая присказка: в городе живет бродобрей, который бреет всех людей, которые не могут брить себя сами. Отсюда вопрос: может ли бродобрей брить себя сам? Ну вот таким образом можно заболтать. Но к этому способу нужно подготовиться или просто разрешить себе болтать без умолку очень много. И человек, когда у него будет очень большой поток информации, в какой-то прекрасный момент времени, что говорится, на этот самый, предохранители не выдерживаются, он от этого устает и все. И начинает просто уже быть в трансе, и дальше вы просто можете встраивать в свою речь косвенные внушения. Дальше способ обязательно, который нужно учесть, это рассказывание истории или тройная спираль Милтона Эриксона. Мы на нем останавливаться не будем, потому что на эту тему есть у нас хороший подробный прямой эфир и про метафоры, и просто про тройную спираль Милтона Эриксона. Поэтому здесь, я думаю, что вы найдете. Здесь мы сделаем указатель такой, что можете посмотреть это видео. И переслушайте стрим. И еще один есть интересный способ наведения транса через разрыв шаблона. Обычно людям нравится этот способ, потому что он такой, знаете, достаточно быстрый, но одновременно могу сказать так, что люди, редко его пользуются. Редко им пользуются на самом деле так сознательно. Смотрите, мы по большому счету общаемся шаблонами. У нас очень много привычных слов, у нас очень много привычных действий. Вот, допустим, когда мы пишем человеку или звоним, или просто при встрече говорим «Привет, как дела?», какой ответ мы ожидаем от него в обратку? Он по привычке скажет «Нормально» или «Все хорошо», да, в зависимости от человека у него уже есть шаблонный ответ на шаблонный вопрос. Но если вдруг человек, когда вы у него спросите, вопрос зададите, как дела, привет, как дела, а он тебе ответит, ну, дела у меня вот такие, вот такие, вот такие, начнет подробно перечислять, сегодня я сделал вот это, вот это, вот это, на какой-то момент вы попадете в замешательство, потому что вы не ожидаете такого ответа. И этим способом тоже можно пользоваться. Мне вот дочка тоже разорвала однажды шаблон, когда я ей позвонил, спросил, привет, как дела? Нет, я у нее спросил по привычке, что у тебя нового? Она начала просто детально перечислять. У меня новые колготки, у меня новые там игрушки, у меня новые разукрашки, у меня новый карандаш. И я какое-то время был в таком глубоком трансе и не мог понять, что происходит. Вот разрывы шаблона можно устраивать, но человек погружается в транс достаточно ненадолго. Достаточно ненадолго, но этого времени обычно достаточно для того, чтобы сделать внушение для усиления транса. Или вот еще пример, что вы можете сделать. Вы можете, допустим, вместо того, чтобы, когда здороваетесь с человеком, сказать ему «до скорой встречи», здороваясь, да, он вам руку протягивает или говорит вам привет, а вы ему сразу «до скорой встречи». Это разрыв шаблона. Но здесь очень важно иметь какую-то заготовку и объяснить, почему ты так сделал. Да, если вместо того, чтобы с человеком поздороваться, ты ему говоришь «до скорой встречи», то нужно потом иметь возможность, не всегда это нужно, но нужно иметь что-то в запасе, чтобы ты мог объяснить, почему ты так сделал. Или там вы куда-то вместе идете, вам нужно подниматься по лестнице, вы идете и говоришь, о, ну давай уже спустимся скорее, да, то есть вот мы говорим что-то такое нестандартное, мы говорим что-то такое неправильное, что не соответствует реальности. И человек в этот момент будет впадать в ступор, и вы будете наблюдать все признаки транса, и это возможность сделать ему внушение.
Или у меня вот с супругой был такой интересный случай. Она стояла, кушала печеньку, в одной руке печенька, в другой руке кружка с кофе. И она такая ест и говорит: слушай, не давай мне больше никогда есть печенье. Я в этот момент беру у нее печенье, вырываю, и она еще какое-то время, секунд 20, вот так вот стояла. Рука была вот так, чашка была вот так, печеньку я уже давно съел, а она продолжала стоять. Почему так произошло? Так произошло, потому что, ну, как она сама объяснила, обычно, когда я такое говорю, мне дают доесть, да, а ты просто взял и вырвал печеньку. И в этот момент она погрузилась в транс. Это способ вызова транса через разрыв шаблона. Такое тоже бывает, такое часто можно использовать. И, но тут нужна фантазия, тут нужно просто чаще подумать, продумать, как я могу разорвать шаблон. Ну, с мужчинами часто работает, когда там как-то нестандартно здороваешься, да, он тебе протягивает руку, а ты вот так вот ее перехватил, и он в какой-то момент зависнет. Тоже, тоже один из вариантов. Ну, скажем так, не самый часто применяемый, но рабочий. Не самый часто применяемый, но рабочий. Окей. Теперь подведем итог. В общей сложности, что нужно сделать? Да? Первое. Создать условия для погружения человека в транс. То есть вот нужно создать обстановку. Дальше заметить какие-то признаки транса, если они есть. Если признаков транса нету, то можно сделать какое-то внушение. Я вам уже множество способов рассказал, как можно это сделать, как можно это спровоцировать, как бы создать ситуацию. Дальше можно сделать человеку внушение. Если вы это замечаете, то почему бы этим не пользоваться? Причем не обязательно внушение должно быть какое-то там пойди то сделай, принеси это. Я помню, мне однажды жена сделала классное внушение, что было бы круто гулять каждый вечер по улице. И мы какое-то время реально каждый вечер ходили гуляли. Это было грамотно с ее стороны, но она у меня тоже обучалась на курсе NLP практик, поэтому она профессионал в этом плане. Ну и дальше вывести человека из транса. Почему важно выводить человека из транса? Он выйдет из транса и сам, но если ему поможете это сделать вы, то просто ваше внушение, оно быстрее как бы пройдет обработку. Я вот так вот назову. И все. В целом все. Вот такие основные способы использования не косвенных сообщений, такие основные способы использования скрытого наведения транса. Как вы себя чувствуете? Не устали вы? Не загипнотизировались ли вы? Дайте обратную связь, и будем на этом завершать наш прямой эфир. Жду ваших комментариев. Какой из способов вы уже будете завтра пробовать? Что из сказанного мной сегодня вы возьмете на вооружение для того, чтобы сделать что-то позитивное завтра? Поделитесь и будем. Благодарю, очень интересно. Хорошо, спасибо. А что будете делать? Что вот реально, как вы это примените? Хотелось бы понимать. На самом деле, тут надо, во-первых, расслабиться, во-вторых, проявить наблюдательность, а в-третьих, просто не бояться, просто смелее вперед идти, делать, и каждый раз будет лучше получаться. Смотрите, у нас нету, ну, было бы круто, если бы, допустим, было бы круто, если бы был какой-нибудь один ключ ко всем дверям. Вот ко всем дверям в мире. Ну, такого не бывает, да. Но есть люди, такие медвежатники, да, которые умеют открывать любые замки. Ваша задача в использовании разговорного гипноза стать вот таким вот медвежатником. То есть, если одна отмычка не подходит, да, если одним способом не получается погрузить человека в транс, то другой ключ обязательно подойдет. И тут важно уметь перебирать способы. Способов я вам дал уже достаточно. Помечайте их и обязательно внедряйте. И таким образом вас ждет успех. Но самое главное, делайте этого ненавязчиво. Да? Очень важно еще уметь стать на вторую позицию и
задаваться вот каким вопросом. А я бы хотел, чтобы на меня таким образом воздействовали. Если ответ да, то прям окей. Если ответ нет, то я бы подумал, делать внушение или нет. Так, очень интересный эфир, спасибо. Вспомнить, как сидел у моря, здорово. А, Вот смотрите, если бы, я покажу, сообщение пишет, если бы еще ребенка заставить учиться. У вас уже в сообщении есть принуждение, да? Уже в сообщении есть некая такая, скажем так, нотка напряжения. Я бы попросил вас, ну, если вы хотите такими, можно помочь человеку развить желание обучаться вот этими способами. Но здесь вам нужно, ну, честно скажу, вам лучше пройти курс. Вам лучше пройти курс NLP практик, и там вы на практике с учениками другими, вы просто сможете лучше сформулировать, да. Я бы вам порекомендовал просто подумать, как вы можете это делать ненавязчиво. Потому что я понимаю, что вы уже, может, устали ему повторять, что нужно учиться. А вам не нужно повторять. Ну, как я делаю со своим ребенком. Вот у меня дочка очень не любит учить английский язык. Я подлавливаю момент, когда она находится в трансе. Если у нас тема разговора какая-то околоучебная, я им могу просто аккуратненько капать, как говорится, на мозг. Говорить, что те, кто знает английский, получают лучшие результаты в жизни, да, и все, что с этим связано, да. То есть я не знаю, когда это внушение сработает, но оно явно сработает, потому что я вижу, что с прошествием времени ее отношение к изучению английского языка, оно меняется, да, появляется какое-то, если раньше было полное отторжение, вплоть до того, что я не хочу учиться, там, не хочу изучать, то сейчас она уже относится к этому нормально и даже вполне позитивно. А, Я зарегистрировалась на курс, но мне не ответили еще. Анастасия, мы обязательно ответим. Дело в том, что мы очень сейчас в таком спокойном режиме. Я сейчас очень сильно загружен консультациями личными, и мы сейчас не делаем там прям вот активного. Мы сейчас собираем просто заявки, и когда у нас наберется человек 10-12 готовых учиться, мы просто вас всех соберем и стартанем группу. То есть у нас сейчас вот там, если на сайте вы видели, у нас идет набор групп, набор группы, то есть мы не занимаемся агрессивной рекламой, мы просто вот приглашаем присоединиться тех, кто действительно хочет. И когда у нас группа наберется, мы стартанем. Я думаю, что в течение месяца, полутора-двух, может, мы стартанем курс и а, будете учиться. И я с вами тоже. Окей, буду ждать. То есть, если вы оставляли заявку, то значит точно есть ваши контакты, и с вами обязательно свяжемся. Окей. Еще 3 недели назад. Да, и я знаю, что люди оставляют заявки, но просто не было времени их обработать. Хорошо, мои дорогие, спасибо большое за внимание, спасибо большое, что были с нами, спасибо за то, что слушали, и буду вам очень благодарен, если вы, когда научитесь применять, когда вы что-то примените, и когда у вас получится, вы вернетесь к этому прямому эфиру и напишите, что у вас получилось и как. И очень буду благодарен, если вы начнете замечать, как другие люди находятся в трансе, вы тоже вернетесь и напишите комментарий к этому видео, как часто люди, находящиеся вокруг вас, находятся в трансовом состоянии. Все, друзья, успехов, всех душевно обнимаю, до скорых встреч, пока-пока.